Угунь и тяфунь, дорогие совятки. Недавно у меня среди аудитории набрала обороты популярности одна версия. И, кстати, за нее почти все синхронно и проголосовали. Всегда была загадкой, почему же зрители привлекают обаятельные лентяи. Вот по-любому вы вспомните парочку своих примеров, когда легендарными крашами франшиз становились именно чуваки с таким качеством в характере, как большая лень-матушка. Так вот, и среди моих версий тоже нашлась одна такая. И сегодня я вам рассказываю о Лейзи Дарейке. Полетели! Кто такая Дарейка Лэн? Дарейка Лэн, Леня, лентяйка или же Лейзи Дария – альтернативная версия, но очень ленивая. Настолько, что почти никогда не открывает глаза. Она пустила свою жизнь по течению и вместо проблем бытия предпочитает постигать нирвану. Лентяйка – само спокойствие. Создана была эта альтернатива в августе 2022 года. Автор этой версии – Арина Скелетоша. А некоторым моим прям матерым алдам она еще известна как одна из легендарного трио. Короче, кто понял, тот понял. И на момент снятия обзора контакт поддерживался, причем очень активно. Ленивая Дарейка появилась на свет в таком же настроении, какой и является по канону сама. Автор над этой версией изначально особо не парилась. Идея бухнулась в голову буквально внезапно и из ниоткуда, но при этом Арине, как она сказала, захотелось тогда поучаствовать в моем флешмобе по созданию альтернатив. Хоть сама автор и не помнит, как именно придумала эту версию, но, скорее всего, ее вдохновила довольно специфическая музыка из психоделических игр. Кстати, на фоне сейчас играла именно одна из таких. Лентяйка выглядит как подросток, примерно 16-17 лет. Одета в одежду ненасыщенных грязных оттенков. Носит оверсайз худи с длинными рукавами. Что сразу бросается в глаза, так это ее невероятно длинные, густые, растрепанные, реально как мочалка волосы. Хоть Дария это у нас и ленится, никогда не следит за своей внешностью, но чтобы изобразить такую шевелюру, надо пожертвовать несколькими нервными клетками. Серьезно, я на своих спрайт так заколебалась рисовать ее волосы. Кстати, кто не знал, швабры иногда еще называют лентяйками, так что у нас тут получился каламбур. Кстати, насчет шутеечек. Эта Дарейка местами у нас комик и может время от времени по ситуации выдавать каламбурчики на уровне Comedy Club. Однако все же шутки не основная черта ее характера. Спокойная девчуля, обленившаяся в край, редко выпускает видео на канал. Да, кстати, она по канону ведет свой канал. Весь день то медитирует, то слушает музыку, то просто спит. Короче, полный распиздяй, ленивый, наглый негодяй. Чтобы вы понимали масштаб ее лени, она практически никогда не открывает глаза. А когда приоткрывает все-таки, то нам предстают вот такие замечательные глазюки с гетерохромией. Хотя в этом есть и преимущество. Возможно, именно по той причине, что она бережет свою психику и нервы, у нее такие густые и здоровые волосы. Я вот постоянно на стрессе уже на протяжении 3 лет. Так у меня мой причесон прилично поредел. Если говорить о ее характере в целом, то она похожа на некого хиппи, который всегда под кайфом и в гармонии с самим собой. И ее речь, знаете, такая расслабленная.
Он всегда держится на одной волне, не окрашен никакими яркими эмоциями, с нотками иронии. По словам Арины, она даже владеет магией. Ну, сами понимаете. Особым лором и сюжетом она не наделена. Все, что пока о ней известно, строится именно на ее особенностях и характере. Из интересных фактов, так это существование ее YouTube-канала и то, что автор упоминала вскользь о возможной альтернативе Revenge, которая постоянно орет и скандалит с Дарьей из-за того, что она полностью отдалась греху лени. С одной стороны, версия довольно простая и в свою меру ламповая, однако во всем этом есть ощущение чего-то потаенного, того, что не видно простому глазу. Могу выдвинуть теорию, что, возможно, из-за натисков Revenge Дарья выработала защитную реакцию в виде бесконтрольного тунеядства, а может быть, за этим она скрывает что-то более могущественное. Ведь во всей информации, что мы имеем, есть будто доля недосказанности, что и придает ей таинственность и очаровательный шарм. Не знаю, кто тут обленился, но ваша эфирочка реально витала яки сраный веник, пытаясь успеть закончить и свои трудовые обязанности, и передышаться слегка, и на канал по графику этот видос успеть сделать. Вот еще одна особенность Дарьи Киллен. Все, кто с ней хоть как-то связан, батрачат как бешеные, а она сама кайфует. Ладно, соятки. Пишите, какую бы версию вы хотели следующий на обзор. Ну, а с вами была Дарика Эфирка. Вы были на канале Эфир. И до связи! И все же, что-то есть в ней, скрытого от любопытного глаза.